Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на первую половину сентября для знака зодиака Козерог. Мы посмотрим сферу работы, карьеры, бизнеса, финансов, отношений. Также мы получим совет от оракула. И на маятнике мы посмотрим ответ на ваш вопрос «да» или «нет». Это может быть ваше желание или какой-то вопрос, который вас волнует. Пока я готовлю ваш расклад, подумайте, на какой вопрос вы хотите получить ответ. Козероги, первая половина сентября. Да, вот и осень у нас наступила. Лето пролетело как одно мгновение. Так, что у вас будет происходить в начале этих 15 дней, в начале сентября? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях, у кого они есть? Для тех, кто в поиске любви, ваши перспективы. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. На дне колоды у вас семерка кубков. Ну, семерка кубков показывает мечты, грезы, надежды человека. То есть у вас очень много планов, у вас есть мечты, желания. Да, вот иногда карта говорит, желаний-то у нас много, но мы вот летаем в облаках и не знаем вообще за что взяться, что реализовать в первую очередь. Эта карта говорит о выборе. Но если у вас много желаний, выберите какое-то одно, то, которое вы сейчас можете исполнить или осуществить. Другие-то желания от вас никуда не денутся. Да, вот реализуйте, доведите до конца и берите за следующее. Также эта карта может показывать влюбленность. Но тут присутствуют розовые очки. Иногда семерка нас предупреждает об иллюзиях. Это когда нам кто-то что-то обещает, мы верим безгранично человеку. Но здесь может быть обман. Поэтому, да, видите, здесь может быть обман. Поэтому здесь, что бы вам ни обещали, будь то это в отношениях, в работе или в бизнесе, да, на слово никому не доверяйте. Колесо фортуны. То есть человек обещает вложиться куда-то, то есть ты заработаешь, но семерка говорит о каком-то подвохе. Так, хорошо, давайте еще посмотрим. Сюрприз, неожиданность, Козероги, первая половина сентября. Только хотел сказать, у нас же все-таки в совет легла башня, а башня это может быть какие-то разрушения. Или когда у нас рушатся иллюзии по поводу кого-то или чего-то. И здесь тоже у нас ложится башня. Вот здесь они в хорошем ключе ложатся, да. Да, здесь у кого-то открываются границы. Да, у кого-то, может быть, приходит разрешение на то, что вы можете выехать. Башня это говорит, что неожиданные новости, которые ведут к переменам. И в конце 15 дней у вас ложится шут. Да, это может быть просто поездка, может быть в отпуск, или вам нужно будет по делам, например, за границу съездить. А также это может быть эмиграция, это жизнь с чистого листа. И если кто-то собирался куда-то эмигрировать, например, да, какие-то новости вы получите, которые вам дадут возможность уехать. Хорошо, в начале, мы сейчас еще посмотрим, в начале сентября у вас ложится туз кубков. Туз кубков это какие-то радостные новости, известия. Это когда наши эмоции нас переполняют.
У кого-то это может быть исполнение желания, влюбленность, у кого-то может быть известие о беременности. Но тузы у нас всегда символизируют начинание. Будь то любовь, работа, какие-то проекты или новые надежды. Это когда мы находимся в преддверии чего-то очень приятного, что принесет нам мир, гармонию и радость. Также это может быть, конечно, и влюбленность, да, у кого-то здесь паж пентаклей, но также это может быть какие-то новости, но хорошие, которые ведут к переменам. Для тех, кто в поиске работы, здесь еще императрица ложится, может быть здесь рождение какого-то нового бизнеса, проекта, плана, то, что вам даст надежду на благополучное будущее, на процветание, на развитие и на финансовое благополучие. Но у кого-то тут точно новости приходят, что вам, не знаю, вы получаете визу, вы получаете приглашение на работу, то, что отправит вас в дорогу. Ну, корабль это куда-то далеко, это через водную гладь, это может быть и за океан, куда-то там в Америку, куда вы собирались. То есть перед вами открываются какие-то новые пути. Ну, туз кубков я не буду уточнять. Но что-то очень радостное и приятное произойдет у вас в начале. Не знаю, может быть, у кого-то ребенок в первый класс пойдет, и вот вас будут чувства переполнять. Ну, это как вариант. Хорошо, для тех, кто в отношениях или в браке, здесь ложится пятерка пентаклей. Да, здесь может быть кризис. Кризис может быть финансовый, кризис может быть в отношениях, или здесь кризис отсутствия своего жилья. Да, у кого-то финансовой, может быть, и работы нету. Но давайте мы уточним пятерку. Тут кризис из-за того, что вы что-то очень долго ждете. У кого-то здесь может быть известие о выздоровлении, или пятерка может говорить проблемы со здоровьем. Вот эти две карты могут говорить, что у кого-то здесь вот известие. Известие из больницы или анализы, которые вас порадуют. То есть у кого-то здесь может произойти зачатие или беременность. У кого-то, может быть, кто-то болел в семье. Это выздоровление. Может быть, не такое быстрое, но все-таки. Также это вот что-то ждать. Ждать. Может быть, решение вопроса по поводу недвижимости. Может быть, вы ждете одобрения ипотеки. Тут карта говорит, нужно набраться терпения. Да, вопрос решится. Давайте мы посмотрим. Иерофант. Угу. Ну, кто-то ждет реально уехать в другую страну. Также иерофант это может быть обучение. Кто-то ждет кризиса в отношениях, ждет предложения руки и сердца. Да, очень хотите вступить в брак. А человек, может быть, или тянет, или пятерка говорит, что финансов не хватает, чтобы хорошее торжество. Ну, у нас иерофант лег, кто-то или карта говорит о заключении брака, или здесь идет помощь от старших по роду, может быть, родители, дедушки, бабушки. То есть что-то очень долго тянулось, и вот здесь тоже башни, да, вот какие-то преграды были, может быть, документально что-то не могли оформить. Но здесь приходят новости о переменах. Кто-то переезжает, кто-то уезжает, или начинается движение в каком-то очень долго нерешаемом вопросе. Шут это может быть переезд, и башня это говорит смена места жительства. То есть это переезд на новое место. То есть какие-то дела, которые вы долго ждали, ну вот они в начале сентября уже что-то тут решится. Вас порадуют новости. Так, хорошо. А для тех, кто в поиске любви, да, здесь есть шанс познакомиться. Это может быть на работе или там, где вы будете учиться. По пажу пентаклей это всегда зарождение очень крепких чувств. То есть человек приходит в вашу жизнь с благими намерениями. Здесь будет приглашение на свидание, может быть, какие-то приятные встречи. Ну, вот по пажу пентаклей всегда вот есть какой-то крепкий фундамент для создания очень серьезных, крепких отношений. Тут может быть знакомство в поездке или с иностранцем. Причем это может произойти для вас как-то неожиданно. Давайте мы одну карту все-таки вам уточним. Король кубков. Да, ну мужчины сами влюбятся, конечно, это уже король, это не рыцарь и даже не паж.
Ну, король кубков — это влюбленный человек. То есть мужчины сами влюбятся, а женщины встретят такого влюбленного короля. Это не обязательно представитель водной стихии, хотя и это может быть. Знаете, вот по королю кубков, как правило, карта говорит, что человек, мужчина вот этот очень эмоциональный, с такой пылкой душой, заботливый, прямодушный, сострадательный. И он способен на самые глубокие чувства. Поэтому знакомьтесь. Да, вот влюбленность, да? Ну, семерка у нас здесь. Но здесь как бы я подвоха не увидела. Хорошо, для тех, кто работает, восьмерка. Восьмерка — это что-то новое. Вот если какую-то новость вы получаете, может быть, о продвижении по карьерной лестнице, или о получении новой должности, или о каком-то новом проекте. Да, восьмерка — это всегда показывает что-то новое. Но вот это новое дело, может быть, потребует от вас обучения, получения новых знаний. Потому что это карта подмастерья, да, человек что-то начинает, что-то очень перспективное. Но здесь еще вам не хватает опыта, знаний. То есть вам нужно еще оттачивать мастерство. И по мере того, как вы будете расти как специалист, будет расти ваша финансовая составляющая. Но здесь есть и перспектива роста, и повышение заработков, ну и в то же время получение нового опыта. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, императрица, да, вот беременная женщина, которая вынашивает какую-то идею, проект, замысел. И вот в эти 15 дней у вас появится шанс реализовать то, о чем вы долго думали. Это может быть что-то связано с творчеством. Это вы можете начать что-то свое, а может быть влиться в какой-то проект или с кем-то скооперироваться. Но по императрице, как правило, появляются какие-то новые возможности, перспективы. Да, работать вам придется, но вот выращивать вот этот урожай, но и результат вас порадует. У кого-то, может быть, это переезд куда-то, начало нового пути. Вот по шуту и по этим картам. Может быть, вы искали работу и нашли ее где-то в другом месте. То есть там, где вы сможете реализоваться как специалист. Но для этого вам придется выйти из зоны комфорта. Да, башня. Поменять свое местоположение. Тут может быть даже вообще что-то новое для вас, потому что и шут, и башня, как бы карта говорит, рушатся вот эти темницы, которые вас сдерживали, но есть вот этот фундамент, это ваши знания, опыт, умения, то, что вот вы на этом фундаменте построите новое здание. Но, может быть, по шуту нужно будет еще обучаться, ну, хотя бы даже языку, привыкать к каким-то новым правилам. Потому что и в деньгах у вас тут траты на дорогу, траты на новые проекты. Да, может быть, траты на детей еще здесь. Начало учебного года. Еще Паш — это тратится на какие-то проекты, замыслы. Это может быть связано с работой, бизнесом, а также это может быть связано, не знаю, вот я говорила здесь партнерство, да, может быть какой-то партнерский союз, вкладываться вот, да, может быть по частям 50 на 50. А также это какие-то проекты, связанные с вашим домом, не знаю, там ремонт, строительство, обустройство вашего дома. Но еще это получение приятных новостей, которые заставят вас отправиться в дорогу. И, естественно, здесь будут траты. И в конце 15 дней у вас ложится шут. Шут — это дети, это может быть беременность у кого-то, известие. Может быть, у кого-то рождение уже малыша. Также это поездки, путешествия, переезды, новые пути, новые перспективы. Начало нового бизнеса, новой работы. Ну, а у кого-то это уезд. Уезд — это смена места жительства, это жизнь с чистого листа, на новом месте. Ну, у кого-то здесь новые отношения, да. Так, башня как совет, я уже говорила, здесь нужно выйти из зоны комфорта, чтобы в вашу жизнь пришли перемены. И, как правило, карта говорит, не сопротивляйтесь этим переменам, они всегда к лучшему. Самое главное, не бойтесь сделать шаг в неизвестность. Оставьте все прошлое позади. Вы начнете новую жизнь, может быть, новую работу или на новом месте жительства.
и выстроите опять вот эту свою башню. Как правило, рушится то, что стоит на слабом фундаменте. Поэтому в совет она вам говорит: готовьтесь к переменам. Так, давайте получим совет Козероги от Королевы Луны на первую половину сентября. Realization, да, это реализация. И женщина стоит, у нее открываются какие-то новые перспективы, новые пути. Карта вам советует реализовать то, о чем вы долго думали. Как бы возьмите на себя роль лидера вот в этой ситуации. Да, и у вас все получится. Так, ну давайте мы посмотрим с вами маятник. Я надеюсь, есть у вас вопрос, на который вам нужен ответ «да» или «нет». Может быть, это ваше желание. Вы будете спрашивать, будет со мной или нет. Так, ответь на маятник. Для Козерогов первая половина сентября. Ответ на них вопрос. Да или нет? Да, тут четко прям отвечает «да». Ответ на ваш вопрос «да», что бы вы ни спрашивали. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание, за лайки, за комментарии. Всего вам хорошего. До свидания.